этом году у одной из самых популярных моделей Honda, CBR 500R, небольшой юбилей. Этот бюджетный мотоцикл со спортивным внешним видом появился в 2013 году и считался идеально подходящим для начинающих мотоциклистов с категории прав А2 по европейской классификации. Однако с момента появления CBR 500R завоевал большую популярность по всему миру среди молодых любителей спортбайков. 60% всех покупателей имеют возраст до 30 лет, а доля новичков составляет 37%. И вот совсем недавно CBR 500R подвергся обновлению, после которого получил не только более агрессивную спортивную внешность, но и некоторые технические изменения. Внешне мотоцикл действительно стал более злобным и дерзким, и сюда так и просится рядная четверка. Но нет, сердцем CBR 500R по-прежнему является проверенная временем надежная и экономичная рядная двойка Евро-5 жидкостного охлаждения объемом 471 кубический сантиметр, который выдает те же 47 лошадиных сил максимальной мощности на 8500 оборотов в минуту и 43 ньютон-метра крутящего момента, которые, правда, стали вырабатываться на 6500, что на 500 оборотов раньше, чем на предыдущем поколении. От 0 до сотни разгон занимает около 6 секунд, максимальная скорость около 200 км в час. Средний заявленный производителем расход топлива какие-то нереальные 3,5 литра на 100 км. При этом бак немного увеличил свой объем с 16,7 литра до 17,1 литра. Этот двигатель в неизменном виде ставится на Honda CB500F и Honda CB500X, а перенастроенная его версия также устанавливается на Honda Rebel 500. Легкая и прочная стальная рама диаметром 35 мм осталась прежней, а вот задний маятник вместе с кожухом цепи был переработан. Теперь он изготовлен из стали толщиной 2 мм вместо 2,3 мм, и в нем используется полая поперечина. Новый маятник стал более жестким и легким для улучшения управляемости. В рамках дальнейших усилий по улучшению качества езды CBR 500R получил и новые более легкие колеса с 5 Y-образными спицами вместо 6-спицевых у предыдущей модели. Даже подножки теперь из алюминия. Все это помогло снизить снаряженный вес со 195 до 192 кг. Но самым заметным изменением стала, конечно же, новая подвеска. С целью повышения спортивных характеристик вместо обычной вилки была установлена перевернутая 41 мм шова. Ход колеса сократился со 120 до 108 мм. Новая нерегулируемая вилка по сути такая же, как и та, что используется на Honda CBR 650R, и оснащена технологией шова Big Piston с раздельными функциями, которая обеспечивает более стабильную реакцию демпфирования. Золотая вилка действительно выглядит классно, дополняя и без того сильно измененный стиль Fireblade для начинающих, а логотип шова на верхушках перьев вилки придает мотоциклу дополнительную премиальность. Вслед за вилкой изменению подверглась и передняя тормозная система. Один 320 мм диск с двухпоршневым суппортом от предыдущей модели был заменен на двойные 296 мм диски и четырехпоршневые суппорты Nissin с радиальным креплением.
Использование дисков меньшего размера не только сводит к минимуму дополнительное увеличение веса, но и снижает требуемое давление на рычаг при торможении. Настоящие гонщики будут довольны. Посадка благодаря низко расположенным клипонам также стала под стать внешнему виду, более спортивной с небольшим наклоном вперед, но не радикальная и довольно удобная. Несмотря на обновленную цветную LCD-приборную панель со всей необходимой информацией, стандартное оборудование CBR 500R по-прежнему очень ограничено. Здесь нет контроля тяги или режимов езды, нет Bluetooth-соединения или квикшифтера. Но это и бюджетный мотоцикл, который должен быть прежде всего доступным для большинства желающих. И действительно, новый CBR 500R получился разумным и надежным городским спортбайком с потрясающей внешностью семейства Fireblade и при этом с низкими эксплуатационными расходами. Цена за границей на новенькую Honda CBR 500R начинается от $7,5 тысяч, поэтому многие начинающие мотоциклисты там могут себе ее позволить.